Добрый, рад вас видеть на канале Арахнофорс. Сегодня у нас интересное видео. Сегодня мы будем формировать колонию у пиццилок. Мы на предыдущих видео говорили, что будем формировать новую колонию у Регалис. Но Регалис это банально, тем более у нас есть видео о данном виде. И мы решили сформировать колонию с более интересного вида. Это Poecilotheria ruffilata. Вот. Ну что, будем формировать. Смотрите, мы выбрали вот такой ТР для колонии. Он у нас более длинный. Вот. Тоже вентиляционное отверстие. Вот тут и тут. И что еще интересно, смотрите, здесь у нас не будет дна. Ну, как дно у нас-то есть. У нас не будет субстрата на дне. Вот. И у нас, смотрите, какая специальная поилочка. Вот, заготовлена с ножками. Почему с ножками? Потому что, чтобы кормовые объекты, они могут забиваться, и сам паучок может просто до них не достать. И вот для того, чтобы это такого не было, там пространство, а кусочек коры зачем мы положили? Ну, это в случае, если вдруг паучок упадет, у него будет такая возможность выбраться. В принципе, это не обязательно, можно тоже вместо такой поилки сделать соответствующую плошку с, например, салфетками. Вот, но мы будем именно делать так, как вы сейчас видите на видео. Вот, у нас сейчас два вида пиццилок, это Ornata и Ruffilata. Ну, понятно, Орнату держать в колонии это себе в убыток. У нас есть интересное видео, мы специально снимали. Я надеюсь, его тоже выставим, и вы увидите насчет содержания в колонии Орнат, которых, в принципе, держать в колонии возможности нет, потому что каннибализм очень высокий. Но вот Руфиляту, как и Регалис, можно держать в колонии. И мы сейчас как раз их и пересадим. Ну что, буду уже открывать в самом тере, потому что недостаточно шустрый. Единственное, насчет количества. Насчет количества, знаете, я попрошу в группе или в Инстаграме, или в ВК, выложу общее количество яиц в фотографию. И если у кого-то будет возможность, посчитайте. Единственное, что одна особь у нас погибла, вот, но общее количество мы будем знать. Ну что, я, наверное, начинаю открывать. Вот. Крышка у нас плотненькая. Вот, смотрите. Побольше света дадим. Вот. Зачем еще я непосредственно орнат положил? Потому что хотел вам показать немного размеры, но сравнивать их, конечно, возможности нет, потому что у нас вот орнаты, видите, представлены личинками второго порядка. Вот, но сразу скажу, что вот у Руфиляты у них молоть крупнее, чем у орнат. Вообще очень здоровые малыши. Вот. Очень большие. Самка, напомню, достаточно молодая. И вот так мы сейчас будем их содержать в колонии. Почему мы не насыпаем грунт? Во-первых, чтобы кормовые объекты не закапывались. А во-вторых, еще один такой нюанс, убирать легче. Насчет коры. Почему сейчас тоже не ставим кору, но обождем, пока они полностью выбегут. И через линьку, через две мы обязательно поставим кору. И некоторое количество особей тоже будем, изымем, наверное, штук 20-30, потому что все-таки большое количество будет. И поймите, это не окончательное, можно сказать, место обитания всей колонии. Мы потом будем ее пересаживать по мере того, как они будут расти. Вот.
Самое удивительное, видите, они сейчас сидят настолько смирненько, вот, что даже можно было спокойно их открыть. Вот видите, недавно перельняли. К сожалению, с освещением сейчас проблема. Снимаем мы вечером. Вот. Ну, видите, даже когда дуем на них, в принципе, они не разбегаются. Зачем еще плошка с водой? Для того, чтобы немножко была выше влажность. Вот. Будет высокая влажность. Можно, конечно, было на дно положить салфеток. Вот. И даже было бы неплохо. Но если бы их было небольшое количество, если мы, например, в данный ТР посадили там штук 15, то да, это очень даже хорошо и ухаживать намного проще. Ну а когда, видите, фактически мы сюда, не фактически, а мы полностью весь кокон поместили, то будет немножко сложнее ухаживать, будем как бы реже залазить. Вот. И с салфетками тоже, под салфетками иногда они могут заползать. И если неаккуратно увлажнить, а увлажнять мы будем пульверизатором, прыскать на стенку, вот, периодически подливать в нашу поилочку воду. Очень красивый, конечно, вид. Вот, у него, видите, даже и паучки уже красивые. Жалко, камера полностью не передает эту красоту. Вот, что хотелось бы еще сказать по этому виду. Ну, во-первых, в последнее время он достаточно редко разводится в СНГ, достаточно мало разводов, можно сказать, вообще единичные. Поэтому и стоимость данного паука очень существенно выросла. Фактически все руфы, которые продаются в последнее время, это привозы, европейские привозы с европейских прайсов. Но они в Европе сейчас стоят, в принципе, тоже немало. Вот, у них стоимость уже соизмерима с металликами. Поэтому, как бы, желанный вид, но приобрести и приобретают, как говорится, немного. И сейчас, в принципе, на рынке недостаток этого вида. Поэтому, если вдруг кто-то хочет приобрести, вы всегда можете написать нам в ВК-группу. Вот, для того, чтобы количество особей данного вида в СНГ у нас росло. Ну что, это как бы первая часть видео. Вторая, мы обождем, наверное, часов 12. И посмотрим, когда они уже немножко разбегутся, уже начнут фактически расселяться по данному ТРу. И мы вам это обязательно снимем.